Всем привет! Вроде все нормально пока. Всем привет, кто меня смотрит на ютубе. Всем привет в инстаграме. У нас мигнул свет, и, наверное, у вас был черный экран, или, я не знаю, или просто завис эфир. Но теперь попытка номер 2. Надеюсь, что тоже все будет хорошо. Если даже что-то случится, не переживайте, все поправимо, все решаемо, и если что, все равно перезапишу, перерасскажу и так далее. Я почесала нос, да? Сегодня мы с вами, сегодня вторник, у нас второй день третьей недели интенсива, и мы сегодня с вами будем делать расчеты планки и расчеты воротника шальки. Как я писала у себя в инстаграме, это, наверное, как раз тот самый эфир, ради которого я и затевала этот интенсив, чтобы вам рассказать что-то новенькое, потому что все, что предыдущие разы я вам рассказывала в этом интенсиве, это так или иначе в каких-то других интенсивах, просто под разными какими-то объяснениями, под разными форматами, но в целом уже было. Вот, а воротника шальки вообще не было. Я, признаюсь честно, я обещала вам показать Сашин кардиган, я его не сшила, потому что я решила, что не стоит торопиться, завтра он точно не нужен, и плюс ко всему есть много непроверенных домашних заданий, поэтому я решила все-таки сидеть проверять домашки, а вам покажу просто сам воротник, ведь не обязательно, чтобы кардиган был полностью готов, воротник полностью связан, у него все уже тут, все готово, все есть, на воротнике я все покажу, а то, что не пришиты рукава, не обращайте на это внимание, это еще все доделаю. Вот передо мной тут лежит как раз этот воротник, вот не сшитый мой кардиган, и все это буду вам сейчас показывать. Сразу говорю, что если вам не нужен воротник шалька, если это вам не интересно, значит вы просто делаете расчеты на планку свою и сдаете их мне. Я прям по этапам буду сегодня рассказывать. Первый этап расчеты планки, затем второй этап расчеты воротника шальки, и третий этап расскажу, как я пуговицы делаю расчеты на пуговицы, хотя в принципе это, по-моему, любой человек сможет сделать, но все равно я должна это озвучить в интенсиве. Вот, то есть 3 этапа, и вы сами выбираете, что вы из этого будете делать. Если у вас планка, нет пуговицы шальки, значит расчеты шальки. Если у вас вообще нет планки, она уже связанная, значит так и пишите: планка уже готова или ее нет, чтобы я отметила домашку выполненной. Если у вас воротник шалька, но нет карманов, тогда делаете планку и шальку без карманов. Ну, короче, сами конструируете из той информации, которую я вам дам, ваш фасон. Я очень надеюсь, что нам хватит часа времени, чтобы я все это вам объяснила. Сразу говорю, что расчеты, есть места, где можно запутаться, есть места, где можно не понять, что происходит, зачем я это делаю, потому что я вот уже по-всякому пыталась это облегчить для вас, как-то меньше записать, получше, попонятнее объяснить, у себя там в голове проговаривая, но все равно мне кажется, что очень много мест, где можно запутаться. Поэтому, если вы запутались и ничего не понимаете, дождитесь тогда завтрашнего эфира, послезавтрашнего, когда я буду с вами этот воротник вязать. И вот когда я буду вязать, тогда вы поймете, зачем я эти все расчеты делала. На практике оно как-то лучше понятно, теория накладывается на, то есть наоборот, практика на теорию накладывается, или неважно, короче, одно на другое накладывается и понятнее. Вот, поэтому не переживайте, если что-то будет прям совсем сегодня катастрофически сложно. Но надеюсь, что если вы вдумаетесь, поймете, какую циферку я откуда беру, и внимательно будете слушать, ставить на паузу, а потом слушать дальше, тогда вы разберетесь. Все, читаю ваши комментарии и переходим, начинаем работать. Я давно не была в прямом эфире, делала по ютубу. Ой, добрый вечер вам. Я листаю. Привет, окат 14 сантиметров высотой норм, есть вообще какие-то разумные пределы по высоте оката? В нашем случае, в данном, в интенсиве, в этом и в этом фасоне, я не говорю про все окаты и про все проймы, я говорю только про наш нынешний случай. Окат, высота оката и его как бы ширина зависит от ширины, простите, плеча, от обхвата плеча. Вот сколько вы взяли обхват плеча, такой окат у вас и получится. Если вы сделали прибавки на свободную
свободное облегание совсем чуть-чуть по плечу, то и окат у вас получится малипусечный. Если у вас много прибавок по плечу на свободное облегание, тогда окат получится большой. А тут может быть только ошибка в расчетах, либо просто доверяйте тому, что получается. Саша, штучка на вашей шее просто бесподобна. Спасибо большое, это мне сделала подружка. Ну, я часто появляюсь с этой птичкой, я ее очень люблю. Так, все, я дочитала до начала. Давайте тогда я переверну камеру, и все, мы начнем. С твоими объяснениями невозможно не понять. Я надеюсь, что все будет хорошо. Все, переворачиваю и начинаем. Будем сейчас очень много писать, считать и вдумываться, как правильно все это нам разместить, все эти убавки, прибавки и повороты. Надеюсь, вы поймете. Если вам непонятно, задавайте вопросы, я буду блоками объяснять, и потом после каждого блока ваши вопросы читать. Фух, поехали. Так. Сейчас вы тут у меня увидите вот эту шальку. Уже в инстаграме видно. Сейчас я покажу. Так. Так, переживаю, что-то у нас так свет мигает. Движение, как всегда, какое-то ужасное. Сейчас все включаться, не дай бог. Так, как мне тут понимать? Сейчас я еще тут чуть-чуть камеру поверну. Вот так. Ну вот, вы что-то видите, да? Уже что-то более-менее видно вам. Сейчас я еще чуть-чуть повыше. Так, это провод от моей камеры. Он тут как-то мешает мне. Давайте его вот так сделаем. Это моя зарядка на всякий случай. Так, ну что, на ютубе хорошо видно, в инстаграме вроде тоже. Ну вот, смотрите, как выглядит моя эта шалька. Видите, тут не пришиты рукава, плечи я уже сшила. Плечи мы сшиваем сразу же, потом будем довязывать этот воротник. Вот как он выглядит. Сейчас я тут найду дырочку. Вот моя дырочка, значит, вот тут будет потом пуговичка. Вот так это все видно, да, очень красивый, классно, супер, спасибо, все, вы видите. Вот так мы будем учиться вязать с вами эту шальку. Если у вас шальки нет, значит планка, просто у вас будет идти дальше по краям полочек и, естественно, заканчиваться на спинке. Вот спинка тоже у меня здесь вот так выглядит. В принципе, вот эту шальку вы можете регулировать по своим желаниям. Тоже я объясню. Вы можете либо больше сделать вот эту часть, либо сделать ее наоборот поменьше, совсем малипусечную. Но суть расчетов я расскажу на примере вот этого кардиганчика, на примере вот этого воротника. А вы уже там сами себе решаете, больше, меньше вам нужно, будете корректировать. Главное, чтобы вы поняли саму суть. И вот по краю, видите, набраны петельки. Выглядит в профиль это дело все вот так. Вот посмотрите мои поворотные ряды, хорошо видно. Шалька у нас вяжется в 3 этапа. Я просто сейчас пока покажу, потом, может быть, уже не буду к этому возвращаться. Первый этап мы вяжем вот этот вот треугольничек. Вот он по поворотам видно, да? Да, укороченные ряды нужны. Затем мы вяжем нашу планку. Вот она у нас где-то половину занимает вот этой части. То есть вот это наша планка. Она у нас вниз дальше уходит. И последняя часть это такая же ширина планки. Это вот закругление. Это третья наша часть. Вот все 3 части сейчас буду вам рассказывать. Но для начала мы сделаем расчеты на петли нашей планки. Да, укороченные ряды нужны. Все, я это пока отложу. Здесь я собрала все расчеты, которые нам... Тут шпаргалку свою чуть повыше. Собрала все расчеты, которые нам пригодятся сегодня. Нам нужны будут расчеты V-образного выреза. Нам нужен будет план вязания нашей полочки. И нужны будут расчеты нашего выреза по спинке. Вот эти 3 листочка. 3 расчета вы держите при себе, и сейчас мы будем их использовать. Так, первое, что мы будем делать расчеты нашей планки. Ну вот так примерно я нарисовала. Сейчас еще чуть-чуть пониже, наверное, опущу. Вот так. И вам как раз будет лучше. Я примерно нарисовала, да, как выглядит моя планка. То есть это вот мои полочки. Дальше идет V-образный вырез. И по спинке тоже обвязка полукругом. Я сразу записала, что длина моего изделия 70 сантиметров. Вы тоже, пожалуйста, перепишите. Это длина изделия. И, естественно, планка у нас вяжется по всей длине изделия, по спинке, и снова возвращается
ну, вторая половинка нашей полочки, то есть полочка, спинка и полочка. Что еще сюда нам нужно вписать? Здесь по спинке мы будем набирать петля в петлю. Вот сколько у нас открытых петель здесь по спинке есть, ну, либо закрытых, не имеет значения, столько петель мы будем набирать здесь на нашу планку и на воротник-шальку. Повторюсь, если у вас воротник-шалька, вы делаете эти же все расчеты. Если у вас нет воротника шальки, значит вы делаете только то, что я вот на этом листочке запишу. Давайте посмотрим, сколько у нас тут петель. Вы можете их посчитать, но я думаю, что время тратить не стоит. Я просто беру полностью расчеты своего выреза по спинке. И вот смотрите, у меня 17 петель с одной стороны, 17 с другой и одна петелька по центру. Я прибавила 17 плюс 1 плюс 17, у меня получилось 35 петель сейчас на данный момент у меня по спинке. Поэтому я сюда запишу, что у меня тут 35 петель. Все, их мы будем уже набирать. Это мне не нужно, я откладываю. Их мы будем набирать уже петля в петлю. Это понятно, да? Теперь нам нужно посчитать, сколько петель набрать по двум сторонам. Для этого я себе сделаю такой вот небольшой рисуночек. Здесь у меня моя резинка. Я сюда запишу себе, сколько рядов составляет моя резинка. Дальше у меня идут ряды, которые я вязала до выреза на своей полочке. И в конце у меня идут ряды, которые относятся к моему вырезу. Я сюда запишу количество этих рядов, чтобы узнать, сколько у меня петель всего по всей длине моей полочки. Для этого я пользуюсь планом вязания полочки и записываю. Смотрите, резинка у меня 14 рядов. Вот, значит, я сюда записываю, у меня тут 14 рядов. Дальше узор 30 сантиметров, у меня 84 ряда. Сюда записываю, что у меня тут 84. И дальше вырез у меня 98 рядов, значит, сюда записываю 98 рядов. Вот все мои ряды, которые у меня есть. Количество рядов равно количеству петель, которые мы имеем по краю полочки. Мы будем набирать петли на планку в первую петлю рабочую после кромочной. То есть у нас идет кромочная, потом первая рабочая петля, и вот в эту первую рабочую петельку мы будем набирать петли для планки. Если мы будем набирать в кромочные, то скорее всего у нас будут дырочки между планкой и полочкой, поэтому набираем в первую рабочую петлю. Такое количество рядов равно количеству петель по моей одной стороне. Поэтому я их сразу прибавлю. Давайте сюда запишу 14 плюс 84 и плюс 98. У меня получилось всего 196 петель моя полочка. 196 петель одна полочка, 196 петель другая. Смотрите, что теперь самое важное я должна сделать. У вас уже связана полочка, связаны, возможно, рукава, связана спинка. У вас есть готовая резинка. Резинку вы вязали, возможно, плотно. Или, например, если у вас какой-то другой узор, как у меня полупатентная резинка, основной узор, то моя резинка, которой я буду обвязывать свою планку, то есть, да, свою полочку, она у меня по плотности отличается от основного узора, поэтому я записываю сюда, для того, чтобы посчитать свою планку, записываю плотность резинки. Если у вас плотность резинки совпадает с основным узором, тогда все, никаких вопросов, записываете вашу плотность обычную, которую вы использовали. Вот давайте я покажу на примере, например, полочки. Сейчас я полочку какую-то выделю на то, чтобы вам показать. На примере полочки. Вот смотрите, у меня полочка моя, и здесь посмотрите, насколько шире мой основной узор резинки. Поэтому я сняла отдельные размеры моей резинки. Резинку мы измеряем чуть в растянутом состоянии, чтобы хорошо были видны изнаночные петли. Я точно так же измерила ее ширину и высоту. У меня появилась плотность новая. Вот я прям ее записала, плотность резинки. Нет, не должно виснуть. Вроде все хорошо, девочки. Вроде все хорошо. У меня, я так смотрю. 26 петель у меня 14 сантиметров и 12 рядов у меня 4 сантиметра. Мне нужно посчитать, сколько петель мне нужно набрать в 70 сантиметрах, потому что планка моя с одной стороны будет 70 сантиметров. Значит, я записываю сюда 70 и считаю. 26 я умножаю
на 70 и поделила на 14, у меня получилось 130. То есть по краю мы должны набрать 130 петель с одной стороны и 130 петель с другой стороны. У меня с одной стороны 196 петель, моя полочка, 130 мне нужно набрать. Что тогда мне нужно сделать? Давайте я запишу здесь, чтобы было понятно. 130 петель это моя планка. А 196 петель моя полочка. Что мне нужно сделать, чтобы посчитать, как равномерно набрать петельки по краю моей полочки? Я от 196 отнимаю 130, от большего я отнимаю меньшее. У меня получилось 66 петель, мне нужно в моей полочке пропустить. То есть я в них набирать свои петли для планки не буду, потому что у меня петель для планки меньше, чем рядов в полочке. Это понятно? Если основной рис, можно рисом вязать шальку, да, можно, конечно. Мне 66 петель нужно пропустить, то есть я буду набирать не в каждую рабочую петельку, а через какое-то количество петель, и в общей сложности 66 с одной стороны и 66 с другой мне нужно будет пропустить. Поэтому я беру 196, это петли моей полочки, которые у меня уже есть по вертикали. Я делю на 66, и у меня получилось 2,9. Это значит, что примерно мне нужно пропустить, тут мы округляем, помните, да, каждую третью петлю. Я пропускаю каждую третью петлю, и в каждую третью петлю я не вяжу свою петлю планки. Это понятно или нет? Напишите, девочки, кто меня смотрит. Смотрите, как это выглядит в реальности. Вот я нарисовала такой рисуночек. У меня есть кромочные петли. Они у меня однокромочная соответствует двум рабочим петелькам. Правильно? Вот мы когда вяжем, у нас кромочные, однокромочная это 2 рядочка. Вот у меня кромочные петли. Кромочных петель у меня в 2 раза меньше, чем петель рабочих. Вот у меня 196 петель. Это петли рабочие петли, петли моей полочки. 196 петель, в которые мы будем набирать петли для нашей планки. Кромочных петель у меня в 2 раза меньше. 196 поделить на 2 это будет 98. 98 петель у меня кромочных. И петель планки, которые мне нужно набрать, вот у меня 130. Я записываю сюда 130 петель. То есть мне из 196 нужно сделать 130. Я пропускаю каждую третью петлю. И смотрите, что получается. Я в эту набираю, в эту, третью пропускаю. Дальше в эту, третью пропускаю. И так набираю петельки по всей длине, да, 2 моих полочек. Вот я здесь третью пропускаю, потом 35 петель у меня уже есть, и потом снова я набираю в каждую рабочую и третью петельку пропускаю. Все, в итоге должно получиться, ну, примерно 130, плюс-минус, потому что, видите, тут 2,9 получилось, у вас не получится прям четко 130. Я советую вам все-таки после того, как вы наберете, еще раз посчитать, чтобы понять, сколько у вас в реальности получилось. Ну, вот 130 плюс-минус должно быть. Все, это расчеты вашей планки. Петельки набрали, вяжете ширину вашей планки, у меня это 4 сантиметра, вяжете вверх, да, считаете сколько, вот у меня 12 рядов, значит я 12 рядов вяжу вверх, 2 последних ряда можно связать полой резинкой и самый-самый последний закрыть иглой, как я вас учила уже много-много раз. Все расчеты планки готовы. Это понятно? Я теперь перехожу к самому сложному. Это к расчетам воротника шальки. Вот я тоже подготовилась заранее, нарисовала этот воротник, как он выглядит. Вам я уже показывала, что он состоит из 3 этапов. Первый этап мы будем вязать поворотными рядами до нашей планки. Затем второй этап мы будем вязать планку всю полностью по всей вот этой вот длине, высоте, ширине, да, нашего кардигана от края до края. И третий этап мы будем вязать закругление, это тоже касается только нашего воротника шальки. Планку лучше вязать спицами на полразмера меньше. Да, планка должна быть у нас такая плотненькая, она и лучше будет смотреться, и
будет форму держать, и в процессе носки не будет растягиваться. Ну, я думаю, что вы понимаете, да, что вот так выглядит наша полочка. Этот наш воротник-шалька, он у нас потом вот так отгибается. И я нарисовала его боком, потому что мы планку вяжем же поперек, поэтому будем двигаться снизу вверх. Это плотность вязания моей резинки, я уже заранее записала. Давайте теперь рассмотрим, что нам нужно записать сюда в наши измерения воротника шальки. Первое, это ширина моей планки, она 4 сантиметра у нас везде. Планку лучше вязать классическим способом, как вам удобно. Хотите бабушкиным, хотите классическим, не имеет значения. Также нам нужна глубина нашего выреза. Вот здесь вот по расчетам глубина выреза у меня 35, я сюда записала 35. И здесь, почему мне нужны были эти расчеты, здесь мне также нужна вот эта вот штучка. Помните, мы с вами, если вот так вот разложить, вот это V-образный вырез, вот он, 35 его глубина и 12 сантиметров это ширина моего выреза. Вот первый этап нашего воротника, он равен вот этой вот ширине. Я сюда записала тоже 12 сантиметров. Вот это вот, пожалуйста, сюда перепишите, оно одинаково. Для того, чтобы воротник шалька был достаточной ширины, чтобы он хорошо у вас лежал, я советую первый этап вязать вот по этому значению. Все, это мне не нужно, я откладываю. Саша, у меня резинка всего 2 ряда, мне тогда надо связать образец резинки и сделать расчет. Ну, желательно, да, чтобы хорошо все-таки, чтобы плотненько сидела, чтобы у вас не была расхлябанная планка. Советую, да. Планку лучше вязать, да, классическую резинку 1 на 1, 2 на 2, как хотите, да. Если это будет полупатентная, английская, то она не держит форму, она слишком растягивается, и у вас может планка просто куда-то уплыть в неизвестном направлении. Лучше вязать, да, чем-то таким плотненьким, чтобы хорошо держала форму. Вот, значит, первый этап у нас 12 сантиметров. Я переписываю 12 сантиметров. Дальше, второй этап у нас равен ширине планки, и он у нас 4 сантиметра. И третий этап также у нас равен ширине планки, у меня он тоже 4 сантиметра. Вот в третьем этапе как раз и формируется та самая ширина моего воротника шальки. Если вы хотите, чтобы ваш воротник был очень широким, таким прям размашистым, тогда вы можете тут взять не 4, а 5, 6, 7, 8 сантиметров. Можете связать тоже 12 сантиметров. Если вы хотите, чтобы ваш воротник шалька был малепусечным, таким вот, чтобы вот, ну вот просто аккуратненьким очень, тогда вы можете третий этап вообще вычеркнуть и связать только 2 этапа. Этого будет уже достаточно. Я взяла что-то среднее, поэтому тут корректируйте, берите ваш фасон и думайте, как вам лучше сделать. Давайте я теперь еще тут в скобочках напишу, что это значит. 12 сантиметров это у нас 1/2 выреза. 4 сантиметра это планка. И третий этап 4 сантиметра это планка. Чтобы вы понимали, откуда я взяла эти значения. И теперь мне нужно это все перевести в ряды, потому что мы вяжем опять-таки поперек, да, переносим все в ряды. Записываю я это сюда. 12 сантиметров 1/2 выреза. 12 я умножаю на 12 и делю на 4, у меня получилось 36. То есть 36 рядов мой первый этап. Второй этап у меня 4 сантиметра, это 12 рядов, у меня тут все посчитано. И третий этап 4 сантиметра, тоже 12 рядов. Готово. Так как мы будем вязать поворотными рядами, здесь нужно указать, сколько у нас будет всего поворотов, потому что за один поворот мы будем добавлять петли, укороченные ряды. Поэтому я сюда еще запишу, что 36 рядов это у меня 18 поворотов. 36 я просто делю на 2 поворотов. Понятно, да? 12 рядов, давайте я запишу, это 6 поворотов, тоже на всякий случай. Понятно. Вот мы подготовились. Теперь нам нужно понять, сколько чего нам здесь прибавлять, убавлять. Для этого я посчитаю ширину моей планки, моей шальки в петлях. 35 сантиметров ширина.
Значит, я сюда записываю 35. У меня здесь будет новое значение, потому что, повторюсь, я беру плотность своей резинки. 35 я умножаю на 26 и делю на 14, у меня получилось 65. То есть вот тут вот по вот этой ширине у меня будет 65 петель. 65 петель. Понятно, да? Давайте теперь записывать все этапы по порядку. Самое сложное сейчас, если вы что-то не поймете, вы просто циферка в циферку перепишите и посмотрите, что у вас получится. А завтра, когда мы будем с вами это все вязать, завтра вы на практике лучше поймете, что зачем. Итак, наш первый этап. Самый сложный, который, я сейчас надеюсь, вам будет понятен. Обведу в кружок. Смотрите, что мы тут делаем. Мне нужно за первый мой этап, вот он выглядит вот так. Давайте я здесь нарисую. Вот это мой первый этап. Вот он выглядит вот так. Вот это все, это мой первый этап. За первый этап мне нужно связать вот такой треугольник. Я буду его вязать поворотными рядами, останавливаясь где-то вот здесь вот на моей планке, и каждый поворот буду добавлять больше петель, как при вязании ростка в реглане. Поэтому сюда записываю 65 петель у меня всего. Мне нужно их добавить, 60 петель, да, вот от этой точки, за 18 поворотов. 18 поворотов я переписываю отсюда. Поворотов. Как это правильно посчитать? 65 я делю на 18, правильно? Мне нужно 18 раз повернуть, 65 петель прибавить. 65 я поделила на 18, у меня получилось 3,6. Что это значит? Это значит, что какое-то количество раз мне нужно добавить по 3 петельки. Берем целое число, целое 3, добавить по 3 петельки, и какое-то количество раз мне нужно добавить 4 петельки, потому что тут еще вот этот вот остаток. Я беру 3 свои петельки, которые буду добавлять в каждом поворотном ряду, захватывать петли вот этого моего выреза. 3 я умножаю на 18, потому что мне нужно всего 18 раз повернуть. Я таким образом узнаю, сколько петель я всего наберу по своей ширине. У меня получилось 54. То есть, если я буду добавлять в каждом поворотном ряду по 3 петельки, захватывать их, то я добавлю 54, а мне нужно 65. Поэтому я от 65, от нужного количества петель, отнимаю 54, чтобы узнать, сколько еще мне нужно добрать. У меня получилось 11. Это означает, это тоже просто можете пока переписать. Это означает, что 11 раз, давайте я запишу вот так, 11 раз мне нужно добавить по 4 петельки. По 4 петельки я добавляю 11 раз, а все остальное количество раз из 18 я буду добавлять по 3. Я от 18 поворотов отнимаю 11, которые я уже посчитала, у меня получилось 7 раз. 7 раз я буду добавлять 3 петельки. Вот то, что я здесь записала. Если мы это все сейчас умножим, смотрите, 11 раз я добавляю 4, 11 умножить на 4, у меня получилось 44 петельки, я добавлю 11 раз, захвачу по 4 петельки. Здесь я 7 раз буду по 3, 7 трижды 7, 21. Вот 44 плюс 21 в общей сумме у меня получается 65 петель. То есть всего я 65 петель добавляю. Все. Это мой первый этап. Как это все вязать? Смотрите, мы начинаем вязать с краю, да, нашу планку, потом мы доходим до вот этой части, и мы до вот этой, правильно, да, до вот этой, до плеча дошли, развернулись, потом снова захватили мы 4 петельки, развернулись, потом захватили еще 4, развернулись, еще 4, развернулись, и так делаем 11 раз. После того, как мы сделали это 11 раз, мы переходим к этому. Развернулись, добавляем уже 3, развернулись 3, развернулись, добавили 3, и так мы будем делать 7 раз. На практике это
будет понятно. Сейчас главное все посчитать, чтобы у вас в итоге вышло 65 петель и 7 плюс 11, 18 поворотов. Вот это самое важное, что вы должны посчитать. Дальше второй этап у нас самый простой. Второй этап мы просто будем вязать прямо все петли. Вязать прямо все петли полностью, и планку, и воротник, планку плюс воротник, полностью от края до края, все, что у нас есть на спицах, мы будем вязать это 12 рядов. Вот 12 рядов. Просто вот от края до края 12 рядов. Это наша будет планка. И третий этап, который мы должны сделать, это вот это малипусечное закругление. Чтобы его посчитать, 35 сантиметров я делю на 3 части. На 3 части. Вот первая, вторая, третья. И вот в первой части мы будем делать вот это закругление, а вторую, третью часть мы будем вязать просто по прямой, без ничего. Поэтому свои 35 сантиметров я делю на 3 части. Можно сразу поделить 65. Давайте, может быть, так сделаем. Сразу поделить 65 на 3. Да, давайте сделаем так, чтобы не делать лишнего. 60 петель, давайте я запишу синим. 65 петель я делю на 3. У меня получилось примерно 22. То есть 22 петельки у меня вот здесь мое закругление в третьем этапе. У меня третий этап составляет 12 рядов. Это 6 поворотов. Давайте я запишу 12 рядов. Это 6 поворотов. Так как мы за один поворот можем захватить какое-то количество петель, а всего нам нужно захватить их 22, то есть нам нужно повернуть 6 раз и в общей сложности захватить всего 22 петельки. Значит, я 22 свои петельки делю на 6. У меня получилось. Здесь мы обязательно размещаем так, чтобы были целые числа. Значит, у меня получилось, давайте я запишу зеленым прям, 3 плюс 3 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4. То есть я вот в этом случае буду вязать 6 рядочков, захватывая 3 петельки, 3, 4, 4, 4, 4. И тогда у меня получится вот это небольшое закругление. Если в первом этапе мы все 60 петель распределяли по всей нашей высоте, то в третьем этапе мы распределяем петли только по 1/3 части нашего выреза. Вот, все, тогда у нас получится идеально красивая шалька, вот эта вот аккуратненькая, закругленная. Вот это все расчеты. Если непонятно, повторюсь, просто циферка в циферку все перепишите, подставьте свои значения, и когда мы будем с вами вязать, это вот мой третий этап, тоже его давайте зарисую. Когда мы с вами будем вязать, то вы все поймете. Так, давайте я почитаю, что вы пишете. Все вроде понятно, страшно, пока не свяжу, не пойму, но знаю, что смогу, потому что вы хорошо все объяснили. Да, я думаю, на практике будет все понятно лучше. Откуда взяли 35? 35 это глубина моего выреза. Такие интересные расчеты, аж захотелось шальку связать. Я пыталась их, честно скажу, пыталась их уменьшить максимально, вот как только можно, потому что мне кажется, что все равно очень непонятно. Как интересно, так и опасно, ошибку легко сделать. Но зато в процессе вязания потом все становится на свои места, и вы понимаете, там в принципе, если где-то вы немножко ошиблись, можно даже прям скорректировать на месте. Но ничего, что вы там сделаете не 3, 3, 4, 4, а 5, 4, 2, 2, что-нибудь типа того. То есть можно в процессе что-то где-то откорректировать. Так, понятненько. Сашенька, во всех вариантах 3 части, в детском изделии тоже 3 части? Да, желательно. Если вы хотите такой средний воротник, если не нужен, можно сделать 2 части, и вот этого загибчика все равно будет достаточно. Можно 2 сделать, как хотите. Вы можете связать первый, второй этап, посмотреть, примерить, если вам что-то не нравится, довязать третий этап. Тоже уже в процессе вязания можно разобраться. Так, что по поводу, вот сразу видно, да, все очень понятно, вообще нет вопросов. Фух, спасибо, девочки. Что по поводу пуговиц?
У меня 6 штук пуговиц. Давайте запишу. Как это делаю я? Я просто, честно говоря, вообще легко, всяких там мудрёностей. Вот у меня 35 сантиметров до моего выреза. 35 сантиметров. Ой, я как-то не... Давайте по поводу пуговиц. Плотность резинки брать с полочки или образец нужен спицами на размер меньше. Я взяла с полочки, потому что я вязала ее плотненько, но вы можете связать еще отдельно дополнительно образец для резинки, чтобы точнее были расчеты. Да, у каждого мастера свой опыт, это точно. Когда буду делать расчеты, возможно, возникнут вопросы. Это не страшно. Непонятно, завтра буду смотреть YouTube. Все разберетесь, все поймете, я в вас уверена. Если вязать стоечку, это сколько этапов получается? Мне кажется, что если это будет стоечка, V-образный, без V-образного выреза, или как V-образный вырез и стоечка, если без V-образного просто крутой вырез, вы набираете по горловине петельки и вяжете прямо вверх столько, сколько вам нужно, без всяких прибавок и убавок. Ну что, давайте перейдем к пуговицам. Вот у меня 6 пуговиц, 35 сантиметров длина моего кардигана от края до выреза, до начала выреза. Пуговицы я буду распределять до выреза. Вот я разложила это все так. 35 сантиметров, 65 петель. 65 петель это моя планка. Давайте я запишу. Это планка. Мы с вами вот здесь вот уже считали 35 сантиметров, 65 петель. Поэтому я сюда просто переписала. Петли это моей планки. Поэтому я просто 65 делю на 5. У меня 6 пуговиц, но делю на 5 частей, потому что между пуговицами 5 частей. Давайте я, наверное, это запишу. Вот первая часть, вторая, третья, четвертая и пятая. Между пуговицами 5 частей, поэтому я делю на 5. Это важно. Вот, а пуговиц 6. Я получила 13. Это у меня прям четко получилось 13. Но у меня есть еще вот здесь одна малипусечная часть, поэтому смотрите, как я распределила свои пуговички. Значит, у меня от вот этой от пуговички до начала следующей пуговички будет 12 петель. От начала этой пуговички до следующей будет 12. От начала до следующей 12, от начала этой до следующей 12, от начала этой до следующей 12. Если я все это сложу, у меня получится как раз, ну, останется как раз еще 5 петелек. Вот, значит, здесь я оставляю 5 петелек. Так я распределила свои пуговички. Как я буду делать пуговицы, тоже вам покажу, когда буду вязать планку, но сразу наперед скажу, что я просто делаю накид. Можно сделать накид побольше, такой двойной. И в следующем ряду провязываю накид и соседнюю петлю 2 вместе. Не закрываю петельки, не набираю в следующем ряду, если у меня небольшие пуговички. Конечно же, если пуговица большая, тогда да, тогда мы вяжем, когда второй этап, это все делается на втором этапе. Когда мы вяжем второй этап, мы закрываем, например, 3 петельки, и в следующем ряду, когда поворачиваем вязать следующий ряд, мы эти 3 петельки добираем, чтобы связать вот эту вот дырочку. Давайте я, наверное, эти пуговички закрашу, то они как-то как не пуговички. Ну вот, все. Вот если у вас будут пуговицы, вы тоже можете сделать подобные расчеты. Вот. А теперь я еще бы хотела с вами написать, наверное, план вязания нашего воротника. Я вот думаю просто, где мне его писать. Давайте здесь напишу, тут есть место. Так, в теории понятно, пока непонятно, как угадать размер шальки. А его не нужно угадывать, все здесь математическим путем. И если свяжете так, будет хорошо. Так, план вязания шальки. План вязания планки я не пишу, потому что там и так понятно. Набрал, связал и готово. Первое, что мы делаем, мы набираем петли на нашу планку, на шальку. У меня, смотрите, что у меня тут по петлям получается, где я это рассчитывала. Вот. 130 петель. Прям можно сюда и записать, чтобы было понятно. 130 вы набрали, остановились. 35 петель у вас спинка. Я прям не прибавляю
все я записываю 3 частями. И 130 петель моя вторая половинка. Вот, значит, набрать вот это количество петель. Это у меня полочка. Это полочка. А это у меня спинка. Так, понятно. Второй пункт. Что мы дальше делаем? Мы вяжем наш первый этап. Так, где мои расчеты? Вот, мы вяжем наш первый этап. Значит, мне нужно сначала 7 раз добавить по 3 петельки. Я вам советую начинать с малых петель, потом перейти к большим. Так будет закругление небольшое. Значит, 7 раз я добавляю по 3 петельки, захватываю 3 петельки. Дальше, третье, что я делаю, я 11 раз по 4 петельки захватываю. Это будет мой первый этап. Давайте я вот так объединю и запишу, это первый этап. Дальше, четвертое, что я буду делать, я просто вяжу прямо 12 рядов. Здесь также у меня будут пуговицы, чтоб я не забыла, правильно, чтоб я не забыла сделать дырочки. Это мой второй этап. И пятое, что я делаю, это мой третий этап. Вот смотрите, мне нужно 6 раз захватить вот это количество петель. Значит, я пишу 6 раз, и здесь прям могу себе отметить 3 плюс 3 плюс 4 плюс 4 плюс 4 и плюс 4. Вот, это мой третий этап вязания шальки. Дальше, шестое, что я делаю, я вяжу 2 ряда полой резинкой. Это я уже вяжу полностью все петли, все, которые у меня есть на спицах. И седьмое, я закрываю все петли, ну, я буду закрывать иглой. Закрыть иглой. Вот план написала, по этому плану вы можете вязать свою шальку. Теперь покажу немножко, как это выглядит на практике. Сейчас я покажу и почитаю ваши вопросы. Вот я так нарисовала косо криво. Смотрите, мы начинаем вязать, давайте синим, начинаем вязать вот отсюда, правильно? С этого места набирать петли и вязать. Будем вязать первый этап. Вот смотрите, мы вяжем петли нашей планки, дальше доходим до выреза и начинаем вязать поворотными рядами. Дошли сюда, развернулись, вяжем дальше. Дошли сюда, развернулись, дошли чуть-чуть сюда, уже захватили поменьше петель, да, здесь у нас будет, как бы я от обратного делаю, тут у нас 3 петельки, и мы вот так вот по 3, по 3, по 4 захватываем. Так, тут тоже, да, 3 петельки, как по расчетам. Так, и вяжем так наш первый этап. Первый этап мы закончили вязать. Дальше начинаем вязать наш второй этап. Я разворачиваюсь и продолжаю вязать уже все петли, которые у меня есть на спицах, абсолютно все. Вот я вяжу туда, сюда, вяжу свою планку, буду здесь вязать все свои дырочки для для моих пуговичек. Так. Сейчас, секундочку. Да, правильно. Вот я тут остановилась. Связала я какое-то количество рядов, мой второй этап. Пусть это будет первый этап. Это будет второй этап. И дальше я вяжу свой третий этап. Каким бы у меня цветом таким, который меня хорошо рисует. Дальше я вяжу свой третий этап отсюда. И я снова буду вязать только петли, которые касаются моего воротника. То есть я вяжу туда, сюда. Дальше вяжу туда, захватываю уже поменьше, сюда. Вяжу сюда, захватываю поменьше. И провязываю уже мой третий этап. Так, провязала я 3 раза. И дальше, возвращаясь назад, я уже дохожу до конца. Это будет мой третий этап коричневый, да. И дальше последнее, что я делаю, это я вяжу 2 ряда полой резинкой. Не рисуют у меня совсем фломастеры. 2 ряда вяжу полой резинкой. Это 1. Дальше возвращаюсь, вяжу
следующий ряд. И последний мой ряд это будет ряд закрытия, когда я все петли иглой закрываю. Просто по кругу все, что у меня есть на спицах, я закрываю. Вот, если это записать, то синий цвет это у меня первый этап. Дальше розовый цвет это у меня второй этап. Коричневый цвет это у меня, сейчас упадут фломастеры, это у меня третий этап. Дальше зеленым я отметила, это я вяжу полую резинку. И красненьким я тут нарисовала, это закрыть петли. Дырочки для наших пуговиц я делаю во втором этапе. То есть тут у меня будут провязаны дырочки. Вот так примерно это выглядит. Ну что, чуть плюс-минус что-то понятно или нет? Так, непонятно, надо разбираться. Разберетесь, ничего страшного, все поймете. Без самих пуговиц это можно посчитать, скоро их, видимо, не будет. Можно, конечно, без пуговиц, без проблем, девочки. Можно без пуговиц. Так. Или не рисковать и не делать дырочки. Можете не делать. Сашенька, у меня не будет пуговица, будет пояс. Думала между полочкой и планкой ставить дырочки. Как лучше обойти этот момент, чтобы не сделать ошибку? Если у вас не будет пуговица, будет пояс. Может быть, вам нужно просто сделать в боковых швах такие петельки, в которые будет пояс вставляться, чтобы здесь уже ничего не мудрить. Планку расскажу, как вязать, да, конечно. Естественно, это не сегодня будет, завтра, наверное, послезавтра. Так, Саша, ты сегодня мою домашку проверяла, и я там ошибку сделала в скосе. 31 поделила на 4, должно быть 4 этапа. Я разбила 3, 5, 5, 5, 5. Ты мне это отметила, я уже спинку и полочки с ошибкой связала. Распускать или нет? Я думаю, что не стоит, если оно никак критично не влияет на спинку. Чтобы на спинке тоже было одинаково, как с полочкой. Если это заметно, и если прям, ну, никак не получается по-другому, тогда лучше распустить. Он же скос плеча, он же небольшой совсем. Без фанатизма просто. Петлевку не делаем. Нет, в этом случае не делаем петлевку, просто набираем петельки. Так, отлично, все понятно. Можно кнопки, можно, конечно, девочки, все что угодно. Можно кнопки, пуговицы, можно петельки какие-то сделать, крючки, не имеет значения. Так, сейчас я переверну камеру, как я успела все рассказать, и закончим наш эфир. Так, ой, слишком вверх. Так, чтобы я в кадре была. Так, вот так, нормально. Мой вопрос пропустили. Ой, у меня почему-то Инстаграм не все вопросы показывает. Вы повторите, пожалуйста, его еще раз. Фух. Вроде все хорошо. Вроде все рассказала. Так. Сейчас вас поверну еще. Вот она я. Ну все, домашнее задание сейчас скажу. Главное, чтобы я сейчас опять кнопку не нажала на компьютере. Домашнее задание, значит, скинуть расчеты вашей планки. Если у вас есть воротник шалька, скинуть расчеты воротника шальки. Если у вас есть пуговицы, можете и расчеты пуговиц скинуть до 27 марта. Это пятница. У нас интенсив до 29. Вот как раз в пятницу у вас уже должны быть все расчеты готовы, чтобы суббота-воскресенье осталось у вас на то, чтобы это все дело связать. Так, сейчас поищу. Нет, не видела я ваш вопрос, девочка. Вам нужно еще раз написать, потому что бывает не показывает мне почему-то, некоторые вопросы. Я уже это заметила. Девочки пишут, а я ничего не пропускаю. Саша, если будет просто планка без шалевого воротника, тогда надо вязать
только второй этап. Да, верно. В принципе, там даже вообще никаких этапов нет, просто набираете петли, как вы посчитали, да, в какое количество рабочих петель сколько набирать, и вяжете вверх, сколько вам нужно. Так, или мне плохо видно, где расчет пуговиц стоит, не ряды, а петли. Расчет пуговиц не ряды, а петли. Мы берем петли, потому что мы же вяжем поперек, и нам нужно знать, сколько петель между пуговиц. У меня круглый вырез спереди и планировалась обвязка планок и горловины. Подскажите, как правильно это делать? Сначала полочки, потом горловину обвязывать. Я думаю, что... Как же это делается-то обычно? Девочки, посоветуйте, если круглый вырез, сначала планку обвязывать, а потом вырез, или сначала вырез, а потом добавить планку. Мне кажется, надо нарисовать и выбрать, какой визуально лучше смотрится вариант. Уже 2 раза писала, да что ж такое, где пуговицы, схема, там петли или ряды, там петли, да, ответила, там петли, да, все, супер, спасибо, что вы 2-й раз написали, я уже переживала, что ж такое, я не вижу и не вижу. Будете саму планку с нами вязать? Да, я хочу воротник и все вязать с вами. Не знаю, за час мы вряд ли успеем, но, понимаете, 3 этапа, и каждый этап нужно показать, возможно, это будет завтра и послезавтра, а в понедельник мы тогда будем все сшивать. Саша, мы с тобой такие сложные вещи вяжем, спасибо. Ой, Света, я очень рада, что вам это полезно и что вам это все нравится. А вот девочка советует, я делала сначала планку, чтобы верхняя пуговица была под горло, а потом воротник. Тогда наоборот, сначала воротник, а потом сверху с воротником будет планка. Ну, у меня нет тут однозначного ответа, правда. Я бы, наверное, нарисовала и подумала, как визуально мне больше нравится. Это кому как, кто горло вяжет, кто-то с полочки начинает. Вот, видите, тоже говорят кому как. Я как-то... нет у меня однозначного ответа на этот вопрос, как лучше сделать. Фух, ну что, девочки, домашку я дала. Если все понятно, отлично. Будут вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях под видео, в чате, в личных сообщениях мне. Буду читать, помогать вам стараться как-то разобраться в этих во всех сложностях. Вот, ну, честно скажу, что я так много вязала эту шальку и так много уже всего пробовала, перевязывала, довязывала, что вот прям доверьтесь и свяжите, а потом можете сделать выводы, нравится вам или нет, как это все выглядит. Саша, пиджак. Еще, девочки, я говорила это в эфире, но у меня выключился компьютер. Теперь скажу еще на ютубе. Если вам вдруг какой-то мастер другой предложит другую систему расчетов, предложит другой воротник, шальку, если в журнале вы увидите какое-то другое описание, вы имейте в виду, что то, что рассказываю сейчас я, это мой личный опыт и мое количество связанных шалек, когда я, вот повторюсь, много раз вязала, перевязывала, смотрела. Фасон популярный, особенно для мужчины, я вязала много их. Вот, это мой личный опыт, это рассказываю я то, что уже большим количеством попыток было связано, сделано и то, что реально сидит хорошо. Но это не означает, что мой вариант единственно правильный, и только так нужно вязать. Поэтому можете пробовать какие-то другие варианты, совмещать мой способ с какими-то другими, ну, просто чтобы вы знали. Я уверена, у меня в интенсиве такое бывает, когда мне новенькая девочка ко мне приходит и начинает говорить: ой, а вы знаете, а мне там мастер Светлана Иванова, она объясняла, что правильно так-то и так-то, а у вас вот так и вот так. Вот как раз хочу сказать, что у каждого мастера свой опыт, свои секреты, и поэтому, мне кажется, однозначно правильного ответа нет. Вы просто, если вам это нравится, принимаете и делаете так, или вы ориентируетесь на что-то другое. Читаю и прощаюсь. Саша, пиджак попозже свяжем, классический. О, вот с таким вот воротником, да, тоже я бы хотела связать, может быть, свяжем. Да, точно, сама запуталась, конечно, сначала воротник, потом планку. Вот, значит, я правильно поняла, чтобы пуговичка была вот тут вот сверху. Сашенька, у меня вопрос. У меня полупатентная резинка и вырез минус 1 петля в каждом 4-м лицевом ряду. Получается, у меня 2 одинаковые петли, после убавки будут рядом идти 3 ряда. Да, Даша, верно, хороший вопрос. Я сегодня этой девочке
полочки, объясняла одной ученице тоже. Если у вас полупатентная резинка, и у вас не в каждом втором ряду убавки по V-образной горловине, а в каждом третьем, четвертом, то у вас, да, у вас какое-то количество рядов будет 2 одинаковые петельки рядом, 2 изнаночные или 2 лицевые, смотря с какой стороны посмотреть. Это нормально, вы продолжаете вязать их таким способом, как вяжется ваш узор, то есть 2 накида, если с изнаночной стороны, либо просто 2 лицевые, оно все хорошо ляжет, аккуратно, красиво, не обращаем внимания, просто продолжаем так вязать. Саша, плечи когда сшивать? Ой, давайте я вам объясню, наверное, порядок. Вот вы сейчас связали спинку и полочки, и связали рукава. На данном этапе я вам советую сделать ВТО всех деталей. 2 полочки, спинка и 2 рукава. Полностью отдельно намочить в теплой воде, высушить на горизонтальной поверхности. Потом, после этого, вы сшиваете плечевые швы, делаете плечевые швы, то есть полочки и спинка, пришиваете. После этого вы вяжете воротник, ну, либо планку, потом пришиваете рукава и сшиваете боковые швы. И после того, как все готово, вы можете еще раз либо воротник тоже постирать. Я вот честно постирала еще раз, просто заново сделала ВТО и спинки, и полочек, лишним не будет. Либо отпарить сам воротник. Вот так я это делаю. Обязательно ВТО перед сшиванием. Когда вяжем реглан сверху, то вяжем сначала резинку, а потом планку. Ну да, это утверждение, да, верно. А в чем вопрос? Очень понятное описание, мне другого не надо, потому что лежит идеально. Да, я в этом уверена, вот правда, в этой шальке, поэтому я так за нее, знаете, была, что будем вязать шальку. Я тоже хочу пиджак связать еще, супер. Я вязала жакет, сначала полочки, а потом горло, мне так больше нравится. А, вот здесь вот, да, сначала полочки обвязка, а потом горло. Ну вот, видите, разные варианты. Про пиджак подумаю. Сколько спонсоров с подарками уже? Ой, девочки, спонсоры, я буду ими заниматься, наверное, вот завтра-послезавтра. Еще напишу пост, может быть, еще спонсоры добавятся, потому что много было желающих, но пока мне не вышлют девочки фотографию готовую, пока мы прям 100% не свяжемся со спонсором, не все обсудим, я пока в спонсоры не вношу этих девочек, поэтому точное количество сказать сейчас не могу, чтобы не ошибиться. Все, 30 секунд осталось, прощаюсь, всем до завтра. Завтра буду я показывать вам этот воротник, но у меня проблема, у меня не готова ни одна полочка, ни спинка, и мне нужно будет как-то до завтра это все связать, чтобы вам показывать. Детский кардиганчик, правда, но все равно я волнуюсь, так что буду завтра активно работать. Все, всем пока, до завтра.